начать надо с того, что нет никакой модели анкапа. Анкап – это естественное состояние общества, оно никуда не исчезает. А вот, допустим, государство – это действительно модель. И понятно, почему это модель, потому что в том виде, в котором оно изучается в учебниках, я имею в виду, потому что ему нужно как-то объяснить свое существование в терминах общественной пользы. Если бы у нас была честная система, как бы, которая существовала до XIX века, до перехода к так называемой демократии, о которой мы только что говорили, то, собственно говоря, ни у кого бы не возникало никаких сомнений, даже, вернее, точнее, до появления капитализма, потому что капитализм именно уравнял, скажем так, людей и сделал доллар бедняка равным доллару богача. А до этого была кастовая система. Вот. И сейчас, как мы все знаем, государства снова переходят активно именно к кастовой системе, которую мы, опять-таки, люди пожилые, вот, пережили в советские времена, и прекрасно знаем, что это такое. То есть, когда, условно говоря, там инженер получает 100 рублей, да, ну, условный, да, и условный какой-то работник, там, ну, маленький работник какого-нибудь обкома получает 100 рублей, но это разные 100 рублей. Потому что работник, значит, обкома, он имеет еще доступ там, к колбасе, значит, и там, к санаторию какому-нибудь, там, и, ну, и более лучшей, скажем так, медицине. Вот. А обычный, значит, чувачок из научно-исследовательского института, вот, я инженер на 100 рублей, больше я не получу, вот, он этого ничего не имеет. Да? То есть вот это как бы кастовая система, которую капитализм уничтожил. Вот. Так вот, в, в таком понимании, да, то есть, что нужно сделать, ну, вот как бы государству, это сказать, почему оно хорошее, да, потому что вот когда у вас кастовая система, у вас понятно, что вот есть каста властителей, а есть каста, значит, холопов, которые платят им деньги, а, значит, эти как бы над ними имеют власть, да, и тогда никаких вопросов там про государство, про модели, значит, не возникает. Но как только у вас появляется демократия, опять-таки, как один из ответов, на самом деле, государства на этот капитализм, который всех уравнял, то вам нужно уже каким-то образом, значит, вот объяснить, почему одни имеют власть над другими. Да? Для этого придумывается вот эта вот самая модель. Вот. То есть это что-то на самом деле народная власть, что мы ее избираем, что она приносит пользу. Потому что никому там в 18 веке в голову не приходило, что там государство приносит им какую-то пользу. Никакой пользы оно не приносит. Оно нужно для аристократии, для того, чтобы аристократия кормилась как бы с подневольных классов. Вот этих вот. Все. И это было четко и понятно. Вот. А все эти идеи про общественное благо и прочее, 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 они появились вместе с демократией. Ну, точнее, они раньше там гуляли. Вот. Но они были, ну, достаточно маргинальны, да, то есть в них не верили. А вот именно демократия, процедура выборов, легитимизация всего этого, значит, безобразия, она сделала эти идеи популярными, массовыми и сделала из них, ну, своего рода религию. И вся эта религия, она вот и основана, ее задача это в том, чтобы пояснить, почему одни имеют власть над другими. Поэтому именно вот это вот пояснение является моделью государства, да, то есть, да, причем моделью, которая, конечно же, ну, никак не соответствует его реальному состоянию, реальным функциям. Для анкапа никакой модели нет. Анкап это как бы теоретическое описание того, как устроено общество, любое, всегда, во все времена, во веки вечные, аминь. То есть это естественное состояние, то есть это, которое, в принципе, невозможно без капитализма, да, реально. Вот, потому что капитализм как раз уравнивает, капитализм это обмен свободный и так далее. Вот, а все, о чем говорится в теории, значит, экономической, австрийской экономической школе и связано с этим, с ней политической философией, это есть описание общества. И как мы знаем, когда появляется государство, оно не заменяет собой общество. Государство не есть некое другое состояние общества. Это просто паразит на теле общества. Общество никуда от этого не исчезает. Поэтому никакой модели анкапа нет. Вот, есть просто описание как бы, функционирования общества.
вот, включающая базовые вещи, которые не меняются никогда, пока есть человек, да, такие как право собственности, как самопринадлежность, как принцип неагрессии. То есть это те вещи, фактически это одна вещь, только с разными названиями, на которых основано человеческое общество, без них оно просто не в состоянии функционировать. Сообщество, я имею в виду, любое сообщество большое, не семья, там, где может быть иерархия, где уже иерархия работать не может, оно держится за счет вот этих вот вещей. Вот. Если их нет, то сообщество исчезает. Люди там разбегаются по другим сообществам, где они есть, там, либо они просто, значит, умирают.